Еще не пошла пока трансляция. Ну тогда свистните. Ну, пока можно узнать, кто сейчас находится. Ну, вообще никто еще ничего не видит. Еще не подключили. Здесь видно, что лив. Ну, возможно, какая-то одна социальная сеть уже пошла трансляция. Вот сейчас, да. Можете начинать. Добрый вечер. Мы всех приветствуем в нашем прямом эфире. Наши традиционные эфиры по понедельникам и четвергам. Хотелось бы узнать, с каких городов сегодня у нас присутствуют люди. Напишите, пожалуйста. Давайте сегодня повзаимодействуем, посотрудничаем. И тема нашего сегодняшнего эфира, очень актуальная тема. Мы хотели сегодня вам презентовать интересный прибор, немецкий прибор, на котором работают наши специалисты компании Vivasan. Прибор был создан в Германии. Прибор измеряет энергетический уровень органов и систем организма и дает великолепную возможность вообще понять, в каком состоянии находится ваша психоэмоциональная сфера, ваши органы и системы. И это, конечно, на данный момент, в данное время очень актуально и является очень удобным способом и методом, который позволяет избежать посещения поликлиники, что в сегодняшних условиях, конечно, небезопасно. И, как говорят наши специалисты и коллеги, конечно, это такой прибор, вот есть такое выражение 2 в 1, 3 в 1, а я бы назвала, что это очень много таких аспектов. Здесь и в одном можно объединить посещение эндокринолога, невропатолога и психолога, потому что этот аппарат имеет очень широкие возможности. И сейчас я хочу представить слово нашему коллеге Лидии Митрофановне Шуниной, город Воронеж, потому что сегодня у нас спикеры будут из многих городов России, что говорит, опять же, об актуальности и своевременности, да, нашего эфира. Пожалуйста, Лидия Митрофановна, вы нам расскажете сегодня, я знаю, очень интересную информацию об этом приборе. Мы вас слушаем с удовольствием. Спасибо. И большим вниманием. Спасибо. Добрый вечер, милые дамы, господа, коллеги, друзья. Мы сегодня встречаемся по биопульсару уже не первый раз, и поэтому, конечно, очень важно знать, для чего мы так часто стали встречаться, и именно эта тема настолько стала сейчас актуальна, и почему она стала так актуальна. Здоровье мы сейчас ставим все на первое место. Когда мы встречаемся друг с другом, мы пожелаем друг другу здоровья всегда. Где бы мы ни находились, мы хотим быть здоровыми, чтобы сохранить комфортность жизни, чтобы путешествовать, радоваться природе, погоде, то есть радоваться семье, детям и так далее. Но для этого, конечно, нужно быть очень-очень здоровым. И на первое место, и сейчас как никогда, стала возможность у нас сохранить здоровье, которое нам дано, и приумножить его. Для этого, вы знаете, сейчас очень много говорят о том, что здоровье, в принципе, мы можем быть здоровы постоянно, не пить, только хорошо питаться, правильный образ жизни вести. На самом деле это очень-очень неправильно на сегодняшний день. Почему? Потому что изменилась экологическая ситуация, изменилось состояние вообще работы человека в этом мире, в экосистеме в нашей. Почему? Потому что сейчас нервные стрессы, они стали ежедневными у каждого человека. Экология у нас стоит
просто оставляют желать лучшего. И на сегодняшний день, конечно, как бы там ни было, самовосстанавливаться без помощи, как говорится, правильного питания, без помощи ведения, как бы, знаете, контролировать свое здоровье мы не можем. Почему? Потому что обязательно должен контроль быть за своим здоровьем. Но если каждый день ходить и сдавать анализы, это тоже не дело. И поэтому на сегодняшний день биопульсар-рефлексограф производства Германии, который я вам показываю, вот он у меня включен, для того, чтобы я потом сделала измерение, является быстрым, удобным способом увидеть состояние работы своих органов. Самое главное, нужно понимать, что консультанты Вивасан мы не ставим диагнозы, мы только показываем путь, в каком органе находится на сегодняшний день какие-то изменения, с которыми мы можем справиться, и мы даем только рекомендации, как правильно исправить состояние работы органа. Прибор биопульсар-рефлексограф был в 2008 году одобрен Всемирной организацией здравоохранения и сертифицирован как медицинский прибор. С ним работают очень плотно специалисты Германии, Швейцарии, Австрии. Этот прибор является как бы первым изначальным прибором в больницах этих стран. Причем этим прибором пользуются в домах инвалидов, в детских лечебных учреждениях. А самое главное, мы видим, насколько на сегодня он становится для нас очень важным. Особенно, знаете, когда мне нравится, когда приходят в аптеку, и человек говорит, почешет затылок, вот так и говорит, так, надо попить витамины, я что-то плохо себя чувствую, спать хочу. Ну, и он выбирает там любые витамины или еще что-то, и, соответственно, он не задумывается над тем, что, может быть, на данный период времени ему необходимы не витамины, а совершенно другое. И вот прибор биопульсар дает вот путь, по которому мы должны абсолютно четко понимать, что сейчас пить, что сейчас есть, и таким образом мы сохраняем свое здоровье, приумножаем его и не пользуемся медицинскими учреждениями. То есть поэтому биопульсар сейчас как никогда актуален, особенно в период вот сейчас коронавируса, но об этом Наталья нам расскажет, Овешникова, я не буду эту тему говорить. Что делает прибор? Прибор биопульсар-рефлексограф. Он создан на основе теории акупунктуры. Теория акупунктуры у нас появилась где-то 5000 лет назад. Основоположниками нашей в России акупунктуры являются это Иван Павлов и Владимир Бехтерев. Это тоже очень важно, потому что очень-очень давно они начинали заниматься этой наукой. Мартина Грубер, профессор университета Германии, она объединила все теории, именно теории акупунктуры, и создала вот этот уникальнейший прибор, который на сегодня у нас есть в компании Vivasan. Дальше. Что еще я могу сказать о приборе? Этот прибор дает нам возможность видеть видеть изменения в работе органа за 3-4 недели до проявления болезни. Вот это очень важно, когда ничего не болит, а смотришь на приборе, высокий уровень, допустим, работы печени, щитовидной железы, а мы это не ощущаем.
И поэтому, конечно, это очень важно. И мы сразу же, консультант нам дает направление, давайте попьем то-то, 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 и где-то через 3 недели мы кладем ручку, у нас энергетическое поле нормальное, и таким образом мы остаемся здоровыми, то есть наш орган в порядке. Вот в этом и суть этого прибора, поэтому нигде его нет. За 1 минуту, без подготовки, положить руку на электроды. Электроды, я уже говорила, это золото 24 карата, 43 акупунктурные точки. Поэтому сейчас я сделаю измерение на этом приборе и расскажу, как считываются, вообще как мы читаем информацию с этого прибора. Сам прибор, программа с прибора, она идет на компьютер, где компьютер соединен с сервером, который находится в Австрии. Программа отработана врачами-практиками Швейцарии, Германии и Австрии. И вот эти вот все, которые имеются у нас рекомендации, они созданы врачами-практиками Европы. Поэтому сейчас я это украшение снимаю, больше ничего не сняла. Далее. И включаю демонстрацию экрана. Так. Все готово, да? И я кладу свою руку. Я пока ничего не буду, вот кладу просто руку, ничем ее, как говорится, не обрабатываю. И мы сейчас посмотрим, что на сегодняшний день происходит вот сейчас в режиме онлайн. Что находится, как говорится, и происходит со мной. Ну, довольно-таки неплохо. Так, выключаю. И теперь мы смотрим с вами замечательная аура. А вот теперь я вам расскажу, что мы видим на экране. Мы видим на экране ауру, мы видим рекомендации специалистов, и мы, самое главное, видим энергетическую работу, с какой энергией работают органы у человека. То есть на сегодняшний день, если вот сейчас рассматривать, ну давайте посмотрим работу щитовидной железы. Вот видите, здесь уровень энергии немного повышен. Это говорит о том, что щитовидная железа работает с повышенной энергией. Вот, допустим, предплечье. И мы начинаем тогда задавать вопросы. Мы начинаем выяснять, почему такой режим работы. И даем соответствующие рекомендации как специалисты. Если уровень энергии понижен, но, к сожалению, у меня здесь нет на графиках, просто вот эти низкие полосочки, это я не попала на Митрофан, не к электрод. сожалению, к счастью. А? Не к сожалению, а к счастью. У вас нет сниженных графиков низких? Нет сниженных графиков, даже ничего. Вот просто вот так. Очень много графиков, но их нет таких вот сниженных. Это очень даже хорошо. Поэтому уровень энергии, вы видите, вот таз прекрасно расположен, желудок, печень. То есть это органы работают в нормальном, хорошем режиме. Что касается ауры. Аура очень интересная такая вот система, которая позволяет определить, добрый человек, чем он занимается. Вы можете уже по ауре задавать вопросы человеку, творческая ли это личность, или человек умственного труда, который считает, бухгалтер, допустим, или научный сотрудник. Все это видно на ауре. Сама аура в гармонии, ну, здесь очень хорошо, бирюзово-зеленого цвета.
То есть здесь достаточно человек пьет воду, это видно сразу. Так, немножечко есть небольшие изменения, но все-таки я сейчас немного волнуюсь, все-таки говорю, все выступаю, это тоже важно очень. Но единственное, что скажу, вот этот вот ореол очень красивый, голубого цвета, это говорит доброте, чувство гармонии и хороший вкус. Это вот такие расшифровочку маленькую просто скажу, но это очень интересно. А вот это желтый орел говорит о реалистичности человека, реалистичное умение делать выводы, способность мыслить, расчетливость, креативность. Вот как-то так. Поэтому теперь вы имеете представление о том, что это за прибор и как с ним мы потом можем работать. Сейчас я хочу, останавливаем демонстрацию, и, конечно, я хотела бы с удовольствием передать слово и Наталье Овешниковой, Ростов-на-Дону. Она расскажет нам о преимуществах вот именно биопульсара, рефлексографа, производства в Германии. Наталья, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер всем, кто присутствует на нашем прямом эфире. Мне будет очень интересно узнать тоже, из каких городов пришли к нам люди. И хочу вас попросить обозначать писать свои вопросы. Вот Лидия дала очень такой компактный и в то же время интересный материал. Если у вас по нему какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, чтобы мы в дальнейшем на них ответили. Если это в соцсетях, значит, в соцсетях могут быть вопросы. Если это на нашем сайте, там, ЗКБВ.ру, тоже потом будет анализ вестись, и вам ответят соответствующие специалисты. Ну и сейчас, конечно, в чате, если возможно, тоже ждем ваших вопросов. Наталья, а вот у меня есть вопрос. Можно я вам задам сразу же вопрос? Конечно. У меня такой к вам вопрос. Как вы давно работаете на этом аппарате? И сколько же людей примерно прошло и было у вас на консультации? Вы знаете, я на этом аппарате работаю с 2012 года. Вот я, кстати, в своем выступлении хотела показать, что насколько квалифицировано, вообще насколько серьезно это все. У нас имеется несколько документов. Вот такой сертификат имеет каждый специалист, кто работает на этом приборе. Это сам сертификат самого прибора. Каждый прибор имеет свой индивидуальный номер, свой паспорт. Видите, да, на немецком языке. И специалист имеет еще лицензию на право работы на этом приборе. То есть мало иметь прибор, да, у себя, приобрести его, нужно еще сдать экзамены. Здесь обозначено, сколько часов прошел человек обучение одного вида, другого вида, сдал экзамены. И вот эта лицензия за подписью Томаса Гетфрида, президента компании, да, мы ее получали из Австрии. В 2012 году я ее получила. То есть это не просто, скажем, какой-то прибор, который быстренько считает данные, человеку их выдадут, целые простыни, я знаю, выдают на разных приборах, там датчики, скажем, на пальчики ставят. Они имеют место быть, конечно, эти приборы, никто это не отменял, но это уже не совсем акупунктура. Вот. И дальше человек с этими данными, он как бы выходит и вообще не знает, что делать. Сейчас я вот хочу немножечко еще углубиться в эту тему и рассказать о преимуществах. Ну, вот я объяснила уровень, да, уровень прибора самого, это Лидия нам рассказала, да, серьезнейшая немецкая аппаратура, серьезнейшая немецкая аппаратура. Я уже понимаю. Тебе пришла, очень, кстати, дорогостоящая. Вот, и я рассказала о том сейчас,
Что? Я не поняла. Связь есть? Мгм. Наташа, чуть задержка идет видео и звука. Ага, ну, к сожалению, наверное, так, да. Конечно, сам прибор очень высокого уровня, сам по себе. Дорогостоящая аппаратура с высочайшей точностью. 99,9% выставляют производители точности данных. И, конечно, высочайший уровень квалификации специалистов, которые на нем работают. Это тоже говорит о многом. И что мы имеем тогда? Мы имеем скорость, быстроту исследования, то есть несколько минут достаточно, чтобы получить заключение из Европы, с головного сервиса Вены. Простота. Человек приходит на встречу, ну, то ли в офис, то ли где-то встречается со специалистом, который работает на приборе, да. То есть в одном месте, в одном помещении человек получает сразу огромную базу данных по состоянию, функциональному состоянию своего организма. Это и 7 отделов головного мозга, и 6 отделов кишечника, то есть досконально все в одном месте, в короткое время, не требуя специальной подготовки. То есть не нужно там голодать или очищать кишечник, или наоборот пить много воды там, и так далее. Да? Ничего этого не нужно. Нужны чистые руки, без всяких украшений. Вот эти данные анализируются тут же в присутствии человека. Ничего не скрывается в режиме онлайн. Все четко и понятно. Причем наш консультант, работающий на приборе, разъясняет все моменты, все нюансы. Мало того, с этого же сервера поступают вопросы, если они требуются по состоянию того или иного органа. И дальше выносятся заключения, идет анализ причин, вызвавших то или иное отклонение от нормы. То есть здесь смотрятся и хронические какие-то проблемы, которые там были у человека, как они влияют на работу органа в настоящее время, и какие-то, возможно, острые, подострые процессы, которые развиваются или уже развились в организме. И на основании всех полученных вот этих объемных данных наш специалист составляет человеку индивидуальную личную карту здоровья. Вот интересно, конечно, многие не понимают, что это такое. Что мы имеем в наших лечебных заведениях? Мы имеем карту больного, да, в регистратуре где-то там. То есть карта пациента, карта больного. Человек уже заранее обозначен больным с его болячками. Здесь мы составляем, услышьте, личную карту здоровья. То есть пошаговая инструкция, что нужно делать, каких рекомендаций придерживаться, чтобы оставаться здоровым или чтобы восстановиться после какого-то заболевания. Вот в частности, в плане восстановления. Сейчас у нас уже длительный период пандемии, да, ковида, когда люди, что у нас делают? Ну, первые тесты ПЦР, понятно, сдают, потом они делают КТ легких, допустим, и дальше, спустя там время, еще могут сдать на антитела. Что у нас дает вот эти исследования? Только подтверждение того, что человек болеет или переболел ковидом, только то, какой процент легких у него поражен, если он поражен. Да? ПЦР вообще не всегда даже дает реальную картину. То есть, что там происходит с нашим организмом, с организмом заболевшего человека, вообще непонятно. При этом везде в средствах массовой информации пугают народ, ну и реальную картину, конечно, дают, о том, что последствия перенесенного коронавируса порой опаснее
самого периода заболевания. Ну, только я не беру там уж совсем критические там формы, тяжелейшие, да. Потому что даже у людей, перенесших коронавирус в легкой форме, потом длительное время сохраняются и даже бывают нарастают побочные какие-то явления. Это может касаться головного мозга, это может касаться почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, суставов, эндокринной системы. В общем, получается весь организм. И что остается человеку? Он чувствует себя плохо через 2, через 3, через 4 месяца. Непонятно, что происходит. Люди, которые раньше вроде как имели хорошую иммунную систему, начинают ежемесячно болеть всякими респираторно-вирусными заболеваниями. То есть малейший ветерок, и человек уже заболевает. И что с этим делать? Какие обследования делать? К каким специалистам обращаться? Человек не может понять. Очень сильная слабость у многих. Про выпадение волос мы говорили, это уже следствие, да? Люди до бесконечности бегают, сдают анализы крови, до бесконечности делают КТ. Это все имеет, кстати, побочные эффекты. Это нельзя делать с такой частотой. А здесь, получается, человек приходит, садится за аппаратик, прикладывают руку, никакого облучения, никакого излучения, в спокойной обстановке, никаких нервов нет, очередей нет, никто на него не кричит, никто не нервничает в очереди. Садится, и за несколько минут мы получаем реальную картину происходящего в организме. Мало того, здесь можно сделать еще и заключение о так называемой ресурсности организма, то есть насколько организм готов справиться с той или иной ситуацией, с той или иной возникшей проблемой. Замечательная вообще процедура. И дальше уже мы сидим, беседуем с этим человеком, да, составляем, как я уже сказала, личную карту здоровья, и она действительно личная, потому что она индивидуальная. Будут сидеть 2 человека с проблемами, допустим, желудочно-кишечного тракта, и при этом рекомендации у них все равно будут иметь отличия, да, потому что каждый организм, он индивидуален. Были случаи, когда, допустим, бронхит длительный у ребенка, там, ну, ребенок-подросток, да, у него хронический бронхит. И говорили без аппарата, там люди сами приходили, что-то брали из иммуномодуляторов, и в результате потом проходит там 2 месяца, допустим, бронхит повторяется. Аппарат показал, что на первом месте в данном случае стоял артишок, понимаете? И когда пропил ребенок артишок, картина была уже совершенно другая. То есть справились совершенно другими методами. И вот этот аппарат, он показывает именно еще выход из каждой конкретной индивидуальной ситуации. Есть какие-то вопросы, может быть, ко мне? Наталья, ну вот обозначьте, потому что не все, я думаю, сейчас как бы определили для себя. Вот в данной конкретной ситуации какова причина, почему именно артишок? Вот объясните. Может быть, кто-то первый раз в нашем эфире, и не все поняли этот момент. Ну, потому что там, скажем так, воздействовали эфирными маслами, ингаляции делали, там, иммунфит, то есть люди сами приходили, ну, прочитав там, допустим, аннотацию к продукту, сами определялись, что им как бы требуется, покупали без консультации, да. Вот. А на самом деле восстановление все равно иммунной системы у нас идет с желудочно-кишечного тракта, да, и у нас недаром, допустим, в детских программах по иммунитету на первом месте идет именно артишок. И эти данные у нас есть, как бы, да. Вот. И там была проблема именно с желудочно-кишечным трактом.
Причем наряду с нашими продуктами, поскольку неоднократно в течение года были бронхиты, все равно люди принимали антибиотики, назначали врачи, наши продукты шли вспомогательно, параллельно. Вот. И продукты как бы, да, деятельности антибиотиков, они на самом деле очень долго сохраняются в организме. Кое-что выводится довольно быстро, вот, но отдельные составляющие, они остаются, и они крайне негативно влияют и на работу печени, и на работу кишечника. А как мы знаем, да, иммунная система у нас именно там. И когда эмбрион развивается, ну, медики в медучреждениях, в мединститутах, они это изучают на первом курсе, только почему-то потом забывают. Когда образуются нижние отделы кишечника, ответственные за иммунную систему, от них идет такой маленький отросточек, который в дальнейшем превращается в легкие. Ну, то есть по существу та же самая бронхолегочная система. То есть вот эта взаимосвязь идет. Поэтому как бы мы всегда говорим, болейте бронхитами, болейте заболеваниями легких, значит, давайте восстанавливаем кишечную микрофлору, микробиоциноз кишечника. Некоторые люди просто не понимают, говорят, у меня кишечник работает нормально. Разговор идет не только об функции опорожнения, да, кишечника. У кишечника несколько функций. И это называется микробиоциноз. Это особая среда, это вот как микромир такой, свой собственный, государство в государстве, да. Вот, и должно удаляться все плохое, и должно поступать и усваиваться, и дальше через слизистую поступать в кровь и поступать дальше в органы, все хорошее, что необходимо организму для хорошей работы. Да, спасибо. Вот это все идет через кишечник, да. Наталья, хочу дополнить еще, что уникальность этого прибора заключается в том, что он помогает определить первопричину возникших проблем. Вот что очень важно, потому что ни для кого не секрет, что очень много тратится времени и денежных средств, когда люди приходят с какими-то симптомами, а мы тоже знаем, что многие симптомы, они могут обозначать несколько заболеваний, допустим, да, и как выявить, какое именно на данный момент страдает орган, это очень сложно, и для человека очень утомительно, опять же, как я повторюсь, что это и денежные средства, и, то есть, и нервная система, а вот здесь уникальность прибора заключается именно в том, что очень хорошо, наглядно, в прямом режиме, то есть, да, вот почему вот вы сказали про карту здоровья, это действительно, вот если это представить, вот как сейчас Лидия Митрофановна нам показала, да, это действительно карта здоровья, то есть наглядно человек сразу видит всю свою систему и как работает организм, потому что, конечно, это слаженная система, и любое, так скажем, отклонение в каком-то одном органе, оно ведет за собой, естественно, сбой в системе. И вот я сейчас хотела бы задать вопрос нашим участникам нашего прямого эфира. Ответьте, пожалуйста, в чате, как часто вы проходите диагностику, как часто вы сдаете анализы. Напишите, пожалуйста, вот просто интересно узнать. Пока там люди будут писать, Да. Я вот что хочу сказать, что сейчас я рекомендую всем, вообще особенно тем, кто перенес ковид, ежемесячно проходить исследования на биопульсаре. Особенно если вот действительно составлена личная карта здоровья, и дальше мы наблюдаем изменения, и человек сам уже даже, ему интересно, да, насколько эффективно работает продукт, да, насколько грамотно была составлена программа его восстановления и насколько откликается его организм. И можно это делать хоть каждые 2 недели, хоть раз в неделю, хоть раз в месяц.
Нет никаких противопоказаний, нет никаких побочных эффектов, да, от этого исследования. Я уже говорила, ни облучения, ничего там нет. Абсолютно безопасная процедура. А можно вопрос? Да, а восстановление-то у нас идет минимум 6 месяцев после ковида, понимаете? Поэтому, конечно, вот до года нужно наблюдать за своим состоянием. И если что-то где-то какой-то сбой, рука на пульсе уже, что называется. Ну да, я хочу сказать, что восстановление идет полгода с условием, если человек занимается этим. Не надо ждать, Конечно, что через полгода. конечно. Нет, сам организм. Хотя мы говорим, что организм самовосстанавливающаяся система, но сейчас настолько сложная картина, да, по инфекционным заболеваниям и по как бы состоянию здоровья людей, особенно вот в России, то есть, да, мы находимся на одном из последних мест в мире, чего уж там скрывать. Вот, поэтому надеяться на то, что организм без посторонней помощи сам, ну, на каком-то честном слове справится, это, ну, я не знаю, это надо быть каким-то, ну, не знаю, витать в облаках, наверное. Ну вот Вот. нам в чате пишут. Людям с кардиостимуляторами проходить диагностику. Нет, конечно, с кардиостимуляторами просто не будет реальной картины. То есть мы не можем обычно беременным, как бы, да, мы не смотрим не потому, что это вредно, а потому, что там идет наложение полей, да, организма матери и организма ребенка. Просто некорректные данные будут, да, ну, не соответствовать реальной картине. Вот. И Наташа, вот люди, у которых установлены помпы, там, да. Это видно, что беременная, тоже хорошо. Наташа, я сейчас хочу сказать, что вот нам в чате написали, что, ну, я так понимаю, что это люди пишут, те, которые уже были на измерении, да, на биопульсаре, на прибор, пишут 2 раза в год, каждый месяц. Ну, то есть понятно, что уже люди как бы понимают, что такое профилактика, потому что профилактика, слово профилактика буквально год назад звучало совершенно по-другому. То есть это было такое добровольное, да, добровольное понятие, а сейчас, конечно, ситуация изменилась. И вот в подтверждении этих слов я хочу сейчас представить слово нашему коллеге Ирине Шатохиной из Москвы. Я буквально бы сказала, что это такой будет у нас горячий репортаж, потому что наши коллеги вчера имели такую возможность поприсутствовать на международной выставке «Экспо-центр». Это огромная международная выставка. И вот я сейчас хочу предоставить слово Ирине. Ирина, пожалуйста, расскажите. Мы знаем, что у вас там просто был аншлаг. Добрый вечер. Ждем вас в эфире. Добрый вечер. Меня слышно? Слышно меня, да? Да, слышно. Да, слышно. Добрый вечер, слышно. дорогие друзья, коллеги. В Москве прошла выставка, называется она БАТ-Экспо. Конечно, и компания Vivasan, о которой мы и говорим, о наших прямых эфирах, да, представляла свою продукцию на этой выставке, и мы делали презентацию на сцене биопульсара рефлексографа. Да? То есть это была возможность показать, чем мы можем быть полезны людям вот именно вот в этой ситуации, да, когда хотят заниматься своим здоровьем. Выставка прошла, конечно, на ура. Замечательно, что люди интересуются БАДами, особенно молодежь. То есть это нас очень даже порадовало. И вот эта вот тема профилактики. ГНЭ, кстати, выступала вчера у нас, да, это жена нашего президента, и очень интересную информацию дала о мукозальном иммунитете, да. И мукозальный иммунитет я сегодня слушала от академика Чичулина. И вот он так хорошо сказал о микроэлементах и добавках, так ласково и так хорошо. Еще сегодня я услышала, что если у вас в организме не запускается процесс аутофагии, то столько препаратов есть, столько микронутриентов, которые запустят ваш процесс очищения организма. И как раз вот у нас есть замечательные препараты. Ну, ближе к биопульсару. Я сейчас, Игорь, включи, пожалуйста, демонстрацию экрана.
мы сделали небольшие нарезочки такие, да, ну это вот так вот, по горячим следам. И вот мы вам сейчас покажем и свою экспозицию, у нас, на ваш суд, и немного о приборе. Мы делали розыгрыш там, мы разыгрывали сертификаты на тестирование на нашем замечательном приборе. Прибор у меня вообще не отдыхал на выставке, то есть все ложили руки, мы только и говорили, мы рассказывали человеку про его биохимию, мы ему рассказывали про его здоровье. Диагнозов, конечно, никаких не ставили, это было, так скажем, экспресс-тест, но я для себя сделала такие выводы, это просто песни. Мы прикладывали, кстати, на нашем биопульсаре можно проверить, подходит ли вам этот препарат или нет, да? И вот мы это тоже там делали. А сейчас я включу демонстрацию экрана. Так, совместно. И сейчас я покажу, что мы там... У нас было выступление на сцене, да, мы представили в хорошем свете, так скажем, нашу компанию, рассказали, да, это делала Гаине Йотфрид. Вот, значит, кто у нее есть, кстати, в Инстаграме, все можете к ней присоединяться. Вот сейчас, значит... Так, сейчас, не туда. Звука нету. Это на сцене. Ирина, а звук можете подключить? Нет звука, да? Нет. Звука нет. Совсем нет звука, да? Девочки, звука нет совсем, да? Совсем, Верочка, нет звука. Ирина, звука нет. Хотя Простите, Когда вы дико делитесь извиняюсь. экраном, там внизу 2 галочки надо поставить. Ой, Совместное простите, использование. я нажала совместно. А вы и не видите даже ничего, да? Нет, Внизу 2 видеть галочки, видим. чтобы совместное Сейчас. Ладно. молчу. Ну, дико извиняюсь. Дико извиняюсь. Так, сейчас мы... Так, отключим. Слева экрана, там Я поняла, выключен да. микрофон. Так, значит... Совместное использование. Нажали. Внизу галочки. Поставьте. С левой стороны, Ирочка. С какой с левой? Внизу. Сейчас, подождите. Так, значит, ну вот он у меня, почему-то тут крестик стоит у меня, ничего не пойму. Я его включаю. Так, есть. Включаем. Да? Пошел звук? Не пошел? Нет. Игоря послушай внимательно. Нет, звука нет. Звука нет, да? Да успокойтесь вы уже, нет и не надо пока. В общем, ну извините, пожалуйста, нет звука, ну, накладка такая. Хотели показать вам только вот самое лучшее, как мы представляли прибор. Ну и потом проводили тестирование у себя на нашем стенде. И я могу вам сказать, что все это очень просто, очень легко. И приглашаем вас всех в Мир здоровья Вивасан. Уже извините, что так получилось. У нас сегодня такая небольшая накладочка, да? Вот. Ну и что еще? Какие вопросы? Может, какие-то вопросы у кого-то есть? Вообще у нас есть кто-нибудь сегодня новенькие? У меня там сегодня женщина... Скажите, пожалуйста, а как вообще этот аппарат котируется в Европе? Что он из себя представляет? Можете его показать кто-нибудь полностью, чтобы его можно было рассмотреть? Девочки, вот он у меня есть, но мне надо просто встать и вот там вот его найти. Видно? Видно? Да, вот оно. Видно? Вот, значит... Ирочка, Ир, вот еще вопрос именно к выставке. Многие говорят, что людям все равно Швейцария, Китай, лишь бы это вот помогало и стоило адекватную цену. Был ли вообще интерес именно к Швейцарии? Да, вы знаете, вопроса между Китаем и Швейцарией и вообще между ценой не стояло просто... Ну, Швейцария – это всегда гарант качества. Может быть, иногда там стоит вопрос цены,
Но мы же можем объяснить человеку, да, и посчитать, и получается, что мы даже в этом выигрываем. Даже Был дело же- не в цене, а дело в том, что вот именно по стране-производителю был это интерес именно к Швейцарии или людям все равно действительно? Нет, интерес был огромный, у нас там столько было людей. И самое интересное, молодежь, она вот, ну, просто, я не знаю, для меня это было открытие. Вот почему-то я всегда считала, что для молодежи это даже не интересно, но это было открытием. Вот рядом с нами стояла китайская там экспозиция, вот, но я не скажу, что там было очень много людей. Видно, все-таки приходит осознанное отношение к БАДам, и это классно, это очень хорошо. Вот, но мы работаем реально с хорошим продуктом, но этим можно как Но гордиться, я думаю конечно, еще, да. Ирин, я думаю, это объясняется тем, что вот вы сейчас сказали, почему молодежь интересуется этим, да, потому что сегодня тема энергии, она очень Да. модная, и молодые люди действительно этим интересуются, и хорошо, что они это понимают, Да. и как бы у них есть предрасположение к этому и любопытство. Этот прибор, он отличается этим, что задолго до того, как, да, то есть этот Да. прибор работает доклинически. На этом приборе мы можем посмотреть до возникновения симптомов, что с человеком происходит. Конечно, энергия – это такая субстанция, которую человек не видит. Ну, по крайней мере, не все. Есть люди, которые это ощущают, могут управлять энергией, да, вот, но этого не видно, и не Да. каждый человек сразу это чувствует. А чем энергия отличается от физического состояния нашего? Тем, что сначала у нас идет сбой энергии, соответственно, мы этого не видим, не ощущаем. Потом мы начинаем ощущать какие-то симптомы, понимаем, что, наверное, если эти симптомы у нас повторяются, уже нужно обратиться к врачу, к доктору. Вот. А этот прибор дает возможность задолго до того, как, да? А не зря же действительно, почему Швейцария? Потому что есть же такая фраза, которую мы все знаем здесь в Вивасане, что в Швейцарии начинают лечиться, восстанавливать организм задолго до проявления болезни, а в России это уже за 5 минут до смерти. Это такая расхожая наша фраза. Поэтому, конечно, вот биопульсар в этом случае, вот если кто водит машину, напишите вот здесь в чате, у нас тут автолюбителей много, я бы назвала биопульсар, это такой навигатор, да, вот именно навигатор, который вас ведет вот именно по карте вашего здоровья, да, если можно так сказать. Кстати, Жанет, коснулись сейчас темы автомобилей. Люди привыкли к тому, что с определенной регулярностью проводят диагностику своего автомобиля. Ну да. Да, вот, Наталья, у вас там опять да? с интернетом. Вот, что-то там постукивает, не в порядке, все надо регулярность и так далее. И люди не понимают, что собственный организм – это огромная система, да, это механизм огромный, где крутятся какие-то винтики, шестереночки, да, все должно быть смазано, все должно быть в порядке. В конце концов, это твой личный механизм, да, от которого зависит продолжительность твоей жизни, качество твоей жизни, да, ты можешь получать от этой жизни. То есть вот оно, пожалуйста. И как же часто тогда, да, вопрос, ты хочешь контролировать эту всю свою личную машину? Да, еще я хочу добавить, очень хорошая ассоциация, спасибо, Наталья, действительно. Я хочу добавить, что когда ну, вот, автомобили вы профилактику делаете сезонно обычно, да, то вы ищете специалистов, да, это же не просто там открыть капот и самой там что-то посмотреть, что-то там. И мы, естественно, выбираем специалистов, да, и специалистов тех, которые, так скажем, уже, можно сказать, знают наш автомобиль. То есть если я на профилактику автомобиля, так скажем, доставила, и меня устроило все, да, то я обязательно
буду обращаться к этим специалистам на следующий сезон. Так вот, на самом деле, этот наш прибор, он дает какую возможность? Возможность того, что, потому что у нас есть программа, где мы фиксируем состояние, да, на данный момент наших людей, и как я это называю, такой модный приговор, потому что в сравнительном анализе можно посмотреть тенденцию, когда человек, так скажем, использовал рекомендации, вот, и он потом может просто посмотреть, что с ним было полгода назад по этим же графикам, и это очень удобно, это наглядно. Вот, то есть еще одно из особенностей. Жанна, здесь есть вопрос, сколько стоит определение измерения на данном приборе? 7 франков. 7 франков на сегодняшний день это 800 рублей. Да, но я вот еще хочу сказать, я видела там вопрос, где можно записаться на такое измерение, и я сейчас хочу сказать, что, конечно, у нас достаточное количество в Вивасане специалистов, операторов, я бы так сказала, которые работают на этом приборе. Вот. И, в принципе, вот я сейчас хочу обратиться к своим коллегам. Напишите, пожалуйста, кто сегодня присутствует и в каких городах есть прибор Биопульсар. Я представляю город Тамбов, я работаю на этом приборе. Лидия Митрофановна Шунина, Воронеж, Наталья Овешникова, Ростов-на-Дону, Юлия Сафонова, Белгород, Ольга Афонина, Саратов. Это вот я сейчас читаю все, что нам пишут в чате. Ирина Шатохина, Москва. Девочки, пишите, не стесняйтесь, дайте возможность. Тюмень у нас работает. Тюмень. У нас работает Курск. Они смотрят по соцсетям сейчас нас. Так, еще кто? Пишите, девочки, дайте возможность людям узнать о вас. Жанетта, я немного ошиблась, не 7 франков, а 10 франков. 10 франков – это 800 рублей. Ну, Лидия Митрофановна, у вас просто курс ниже, наверное, чем у нас у всех. Так, какие у нас там города еще? Но я вот хочу сказать, у меня структура в Германии, что в Германии с успехом тоже работают на этом приборе. И когда компания нам предложила работать с этим прибором, у меня подруга живет в Германии, так вот я тоже узнала информацию, и на тот момент, это уже было 8 лет назад, она мне сказала, что на таких приборах, мы знаем, что в Европе страховая медицина, да, там страховки, и они разного бывают уровня, то есть ценовая политика, я имею в виду. И вот так ее был ответ, что на этом приборе работают высокого уровня медицинские центры. Вот, сидят люди-операторы, и действительно человек пришел с какими-то симптомами, не знает, к кому обратиться, идет к оператору, происходит измерение и конкретно точечно направляет к тому специалисту, которому на данный момент ему необходимо быть. Да? То есть это избавляет от бесконечного похода и большой сдачи анализов, и когда-то там еще определится, какова причина. То есть здесь, соответственно, уменьшается количество посредников, да, как я сказала, а медицина платная, поэтому, естественно, это и денежный чек, снижение денежного чека. Екатеринбург, Казахстан, я сейчас читаю чат. Жанет, надо сказать, что для любого человека это все понятно. Ну как найти этих людей? Это нужно обратиться в офисы, найти в том или ином городе офис Вивасан, и там уже получить всю необходимую информацию по тому специалисту, кто будет консультировать, работать на этом. Юля, расскажите нам, пожалуйста, где найти нас? Да. Традиционно вы нам представляете. И еще скажите, как бесплатно сделать диагностику и 10 евро не платить. Игорь, подключите, пожалуйста, демонстрацию. Это очень просто. Вы решили сделать себе диагностику. Пожалуйста, пригласите к себе домой специалиста, вашу семью просмотрят, а вам за то, что вы потрудились, сделают бесплатно диагностику. Вот так. И всем выгодно, специалисту выгодно, вам выгодно, потрудитесь. Жанет читает дальше. Киев. У нас здесь Орел, Липецк. Игорь, подключите, пожалуйста, демонстрацию. Включите, Игорь, включите, пожалуйста, демонстрацию. Юлия.
Сделал. Мгм. Отключено. Включил. Мгм. Для того, чтобы не мучиться, не искать, где склад, где телефон, где можно найти, у нас есть возможность оставить заявку. И для вас все подскажет и все покажет вам, где находится, в каком городе, где взять телефон. Направят уже к конкретному специалисту, чтобы вы не мучились, не искали, не штудировали. Смотрите, если вы смотрите нас в соцсетях, вы можете задавать вопросы в чате. Если вы смотрите по ссылке вот на этом сайте Vivasan онлайн, у вас есть возможность оставить анкету. То есть вот здесь вы заполняете фамилию, имя, отчество, номер телефона, если вы из России, +7 900 и так далее. Указываете, как вот можно с вами связаться, с каким мессенджером вы работаете. Viber, WhatsApp, Telegram и электронная почта. Нажимаете галочку «Отправить». Я думаю, все легко и просто. 3 движения, и у вас уже все есть. Тем более, смотрите, у нас есть еще сайт ЗКБВ. Если вы не знаете, как нас найти, всего 4 буквы: zkbv.ru. Набираете, и у вас вот есть полный спектр нашей работы. Чем мы занимаемся. Здесь тоже можно заполнить заявку, тоже с вами свяжется. Естественно, еще у нас есть и магазин онлайн. Не хочет подключаться, есть. Где вы можете посмотреть, какая у нас есть продукция. А сейчас не забывайте, заполните заявку, чтобы с вами могли связаться. И не забывайте делиться эфирами со своими друзьями, подругами и родными. Все, спасибо большое. Я хочу... Да. Да, Наталья, вы хотели дополнить? Есть нее там- еще какие-то вопросы в чатах? Посмотрите, пожалуйста, потому что мне не совсем удобно с телефона зашла. Я хотела спросить, вопросы еще есть какие-то? Потому что, в принципе, мы осветили все. И вот Вот и мне тоже сейчас не очень удобно, может. здесь вопрос. Щас. У меня можно ли пройти бесплатно в Киеве? Да, конечно. Вы можете обратиться. В Киеве великолепные магазины и офис, и там работают врачи, там очень мощная структура Vivasan, и вы, конечно, можете пройти. Для этого, если хотите, подпишитесь, пожалуйста, на эти новости, мы прям найдем вам все телефоны. И есть ли кто-нибудь здесь из Украины сейчас? Не вижу я пока. Да, вот Новоуральск вижу. Тут Ольга Васильевна, это моя структура, она там слушает, наверное, не в Zoom. Понятно. Ну тогда, Людмила Яковлевна, пожалуйста. Пожалуйста. Так, хорошо. Вот Людочка и назовет телефоны. Назови, как ты говорила, где метро, вот это все. Для сама этого свяжется с нужно ней. просто оставить заявку. Оставьте заявку, пожалуйста. Все вопросы можно решить. Вы можете задать вопросы на нашем сайте, и мы обязательно вам ответим. Ну, наверное, все вопросы уже, да? Игорь, не видите ничего больше? Я все скинул в чат, какие вы. Угу. Угу. Отзывов довольно-таки много, поэтому остается Да, только одно. Спасибо Оставить большое. заявку и прийти. Попробовать сначала на себе, что это такое. Вообще, а потом до уже конца рекомендовать своим до знакомым. конца человек не понимает, насколько это просто. Все равно, если говорят диагностика или это какие-то измерения, все равно представления какие-то либо полоть сейчас будут, либо вообще надо подготовиться, либо раздеваться, ну что-то страшное будет. И даже не представляют, насколько это совершенно
диагностика 21 века, и медицина уже будет совершенно другая. Когда ты приходишь, просто кладешь руку на прибор и видишь то, что видят эти, как они называются, целители, экстрасенсы. Вы знаете, я хочу закончить эту нашу замечательную встречу в Орле. Несколько лет назад был такой случай. Значит, сидит вот какой чемодан роскошный, компания «Аурамед», и в этом чемодане наш прибор. Спасибо, Валентина Викторовна. Сидит девушка, которая проводит диагностику, в уголочке биопульсар там где-то с краешку стоит, потому что даже глядя на биопульсар, уже людям интересно, что же это получится. Вот сидит эта девушка, заходит женщина, взяла продукцию, разворачивается уходить, и Оля к ней обращается. А вы не хотите посмотреть на биопульсаре свой организм? Она: нет, мне это не надо. Она говорит: ну как же, вы увидите ауру, вы увидите все свои органы, как работают. Да нет, у меня прекрасный экстрасенс, она вообще все видит, и все замечательно мне говорит. Тут Ольга просто мгновенно говорит: ну она-то видит, а вы-то нет. Хотите посмотреть ее глазами на себя? Это был убойный совершенно довод. Она говорит: а вот так вот? Да, это интересно. То есть хотите посмотреть на себя глазами целителя или экстрасенса, вообще людей, которые обладают какими-то недюжинными способностями? Прошу к нам. Ольга Васильевна, я бы еще сказала, хотите посмотреть правде в глаза, потому что люди иногда не хотят просто знать, они боятся, а вот на данный момент это нельзя делать этого, поэтому за этим нужно следить, за здоровьем нужно следить, и нужно предпринимать какие-то действия. Поэтому страх здесь не самый лучший вариант. Ну, если боятся узнавать что-то о своем здоровье, зачем тогда вообще жить? Скажем так, правильно? Ну вот менталитет, к сожалению. Вот это нужно менять, конечно, да. Дорогие друзья, ставьте, пожалуйста, лайки. Уже просили, да, делиться эфиром. Насколько я знаю, пару дней он будет сохраняться, прямой эфир. Вот. До четверга. До четверга, да. Можно будет посмотреть. Вот. И, пожалуйста, на сайты к нам обращайтесь, заполняйте там анкеты, связывайтесь с нашими специалистами, вернее, они с вами свяжутся, и вы получите всю необходимую информацию и помощь. Все, наверное, да, на сегодня? Да, наверное, мы завершаем. Будьте здоровы, оставайтесь здоровы. Спасибо большое, что вы сегодня уделили время и провели это время, я надеюсь, с пользой в нашем прямом эфире. Мы вас приглашаем каждый понедельник и четверг в 19:00 по Москве. Следите за нашими анонсами в наших соцсетях. Мы предварительно всегда выкладываем тему. Всего доброго, коллеги. Спасибо вам за работу. Всем здоровья, благополучия. Всего доброго. До встречи.